Всем привет, меня зовут София, и я американка. Я давно не делала видео после того, что я приехала в Колумбию из США. И я здесь, чтобы вам сказать, что я ужасный человек. Но хорошо, что я подождала, потому что раньше я бы дала вам слишком много информации по этой теме. Ну что ж, почему я уехала из США? В общем, причины были деньги, перспективы личностного роста, счастье и культура. Во-первых, я хочу сказать, что я очень люблю США, и я думаю, что жизнь там отличная, хотя она дорогая. И вспомните, что я говорю о своем опыте как незамужняя американская девушка, которая в университете изучала гуманитарные науки. Не идеально. В США, чтобы иметь хорошую жизнь, как мне кажется, вы должны работать доктором, бухгалтером, адвокатом, инженером, и у вас все так и будет большое количество студенческих займов. У меня не была такая работа. Но даже если был бы хороший шанс, что я могла бы зарабатывать высокую зарплату, если я только изучала бы что-то нужное и полезное для карьеры, я была бы безумно несчастной. Если вы любите гуманитарные науки, трудно работать по профессии, и даже труднее зарабатывать хорошо. Я работала в хорошем университете, с добрым коллективом и с нормальной зарплатой, но этого не было достаточно, и я не была счастлива. А когда я думала найти другую работу, я уже знала, какие у меня таланты, какие работодатели бы искали меня, какую зарплату я бы получила, сколько стоит жить в нашем районе. И у меня был кризис четвертой жизни. Мой мыслительный процесс был такой. Мне 27 лет, теперь вы знаете. Я не могу позволить себе жить одна. Я не планирую выйти замуж, но я также не хочу в 48 лет все еще жить в соседской по комнате, чтобы еле-еле платить счета и, может быть, иметь достаточно в конце месяца, чтобы чуть-чуть сохранить. А если я не могу сэкономить денег, значит мне придется работать всю жизнь. Я никогда не уйду на пенсию. Так жить невозможно. Я буду в ловушке здесь и никогда не буду путешествовать больше или иметь нового опыта. У меня был страх прожить жизнь там, где мне удобно, потерять чувство на приключения и не сталкиваться с неизвестным. Зачем тратить денег, энергию, нервы на жизнь, которую я даже не хочу? И я думала, если я могу использовать свои таланты где-то в мире, где культура ближе к тому, чему я выросла, и есть шанс быть счастливее, почему нет? Арабская культура более страстная и выразительная. Я тоже такая, но в США люди это принимают как комическое или какая-то карикатура. В общем, я чувствовала себя очень одинокая, и уехать из США был явный ответ. Моя мечта не иметь много денег или не зарабатывать высокую зарплату, это никогда не будет. Но я хочу иметь жизнь на то, что я могу зарабатывать и помогать другим. Пока я в Колумбии, я работаю по интернету и путешествую, и я буду здесь до мая, а потом у меня другой план, но это будет другое видео, потому что это, наверное, уже слишком длинное. Если вы все еще смотрите это видео, значит вы один из моих верных зрителей. Спасибо вам большое, что вы не отошли от канала даже после такого длинного перерыва. Спасибо. Ну все, спасибо и до встречи.